Кеша, пошли. Смотрите. Блин, там сазан или амур сидит. Ё-моё. Вот такой вот карпуша. Красавец, смотри какой, а. Ну вот этих вот двоих надо пустить. Ну что, дорогие друзья, в общем, всем привет. Сегодня, как и обещали, у нас отдых с рыбалкой. Как ранее мы анонсировали в инстаграме, сегодня будет у нас с Еркебуланом проходить батл. В общем, Еркебулан будет строго сегодня flat feeder использовать, экспериментировать с ПВХ пакетиками, с наживками, со снастями. У меня будет сегодня карп фишинг. Я буду использовать сегодня самодельные кукурузные бомбочки, которые я изготовил в домашних условиях. В принципе, позже я вам покажу и расскажу, как я это все сделал. Ничего сложного нету. В общем, думаю, сегодня будет интересно. Сейчас будем раскладываться, готовиться. Сегодня у нас рыбалка 24 часа. Думаю, сегодня вечером будет жарко, утром. В общем, что говорить, давайте смотрите, ну а мы пойдем готовиться. Так, ну что, в общем, будем собирать наши удилища. Стойки я уже установил все полностью. Погода сегодня отличная. Не знаю, завтра, в принципе, обещает дождь. Но нас это не пугает с Еркебуланом. Спасибо большое Кадыру. Забронировали за неделю сектор. Свободен, приехали. Сейчас будем, в общем, собирать. Так вот, удилище вот в таком своем чехле упакованы. Оно у меня трехсоставное, как в прошлый раз и говорил. Будем, в принципе, кидать ближе вон туда, так как этот сектор в настоящее время запрещен для рыбалки, так как справа там мель получается. Кадыр сказал, рыба не рестится, мы будем кидать вот туда. Так вот, вот такие вот палочки. ProLogic 3,50 либра, это где-то 150-180 грамм. Еркебулан уже собрался. Так, сначала катушку мы соберем, чтобы мы могли стрелять кольца, чтобы они все находились на одной линии. Так, вот такая кадушечка Каденс 7000. Весят, я скажу, они где-то грамм 300-350 ориентировочно. В принципе, с этой катушкой, катушка 450, в итоге получается около 800.
Для удержания, в принципе, удобно. Вылаживание тоже. 3,90 длина. Вот мы все хотим еще взять сподовое отдельно для эхолота. Спод маркер получается. Здесь у меня леска 0,25. Почти полкилометра намотано, по-моему. Ну и 15 метров обычной плетенки вместо шок-лидера. В принципе, я его сезон уже откатал. Груза с граммовкой где-то 150 выдерживает, не отстреливает. Дома, в принципе, я изготовил вот такие вот кукурузные бомбочки. Здесь граммовка получается порядка где-то 120 грамм. Но везде где-то по-разному, где-то вот больше, где-то чуть меньше. Но в среднем бралось с учетом того, чтобы сделать до 150. Вот с таким вот поводком получается. Здесь волосяная оснастка в основном. Использовала практически разные варианты. Есть нут, кукуруза, есть просто бойлы, есть бойла и поп-апы с нутом. В общем, сейчас мы сделаем поводочек, нацепим сюда груз 40 грамм, и дальше пойдет у нас бомбочка, и будем ее закидывать. В общем, нацепили сюда наш грузик на основную, получается, плетенку. Вот такой вот он, 40 грамм с резинкой идет. Резинка нужна для того, чтобы не разбивал здесь узел, получается, у нас. Сейчас цепляем нашу кукурузную бомбочку. Вот она, готова. Груз необходим для того, чтобы когда бомбочка начнет таять в воде, у нас леска не ослабевала, не давала слабинку. Ну и с одной стороны при поклевке рыба подсекалась. Вот так вот. Поклевка! Вон на ту. Нормально он так дернул. Прикинь. Сиди что-то, Кеш, давай. Я сейчас подойду. Что? Вот так это все выглядит. Сейчас будем закидывать. Ирку был, он только закинулся, уже поклевка. Это уже радует. Так, все, мы туда вон дальше будем кидать. Нормально ушел, да? Так, надо чуть подпилить здесь, получается. Блин, Кеш, там тебе надо будет пройти. Че там? Карасяндр или что? Сдернул? В общем, сдернул. Вот всегда с собой берем вот такие ножницы. Ну, хотя они староваты, в принципе. Но для этих целей пойдет. Вот именно для камыша. Да, вот эти вот камыши, братан. Все, и вот этот вот ближе, и вот чуть левее от тебя, и все. Чтобы я вот это куда закинул. О, ништяк, ништяк. Ну, первая поклевка, неважно, карасевая, вобла, там, да, уже рад. Вот этот, Кеш, подрежь, пожалуйста, вот прямо около удилища кончается вот эти вот. Да, вот зеленые, ага. О. И вон то он дальше, вон он. Не, вот. Да, вот это все. Все, Рахмет, брат. Всем привет! Сегодня будем пробовать смеси всевозможные для набивки на кормушки, на флет-фидерные, на так называемую пружинку, вот. И для того, чтобы забивать некоторую часть его в стики.
Не в стике, а в ПВА-пакет. Сделал вот такую фракцию. Она достаточно крупная. Она как раз для кормушек хороша. Вот. Здесь идет кукуруза, 4,5 мм пелец рыбный. Потом два состава сыпухи. Это получается состав слива Ground Baits. Вот, и состав ананас, который остался у нас в прошлой рыбалке. Там где-то было грамм 400. Я все вместе перемешал. Здесь должно получиться где-то по 1,5 килограмма где-то всего. Сейчас обильно сдобрим ее Дунаевым CSL. Это у нас идет сироп кукурузный с ароматом тигрового ореха. Сейчас попробуем его. Добавляем. И тут получается по составу пелец больше всех пьет здесь воды. Он будет медленнее всех пить, поэтому будем увлажнять в 2-3 этапа. Сейчас пусть чуть-чуть постоит. Она уже какую-то часть, видите, впитала. Но и пока еще не комкуется. Вот. Пусть постоит минут 5. Потом добавим вот такой вот есть ликвид крилевый. Его добавим где-то миллилитров 10-15. Этого хватит на это все. Причем его разбавляют с водой и потом доводим до конца. И все. Потом можно будет минут через 5 еще уже забивать кормушки и отправлять снасти. Значит, пробуем сделать вот такой вот способ закармливания. Это вот ПВА-пакет. Сюда я его уже насыпал немножко пелица. Сдобрил дипом оранжевым. Это фруктовый апельсин. Сюда опускаем на волосе кукурузу, насадку. После того, как это все сделали, вот так вот заворачиваем и склеиваем слюной. Вот получается вот такая вот презентация. Моя. Так, также помимо основной оснастки закинул 2 крокодила. Одна стоит на кукурузу, пружина с 2 крючками. Вторая также пружина, здесь 2 червячка. Так просто для развлекухи. Карасиков на воблу. У Кеши опять поклевка. Да там карась, наверное. А? Сидит что-нибудь? Один 0. Флетфидер пока ведет. Не, а мы перезакидывали, и там не было ничего. Вобла? Вобла. Ну, братан, хоть так. Вот она, вот такая вот. Вот она. Первая с почином тебя, братан. Смотри, за нижнюю губу взяла. Все как по этому. Ну, давай. Все как по учебнику. Поклевка. Что думаешь, сидит что-то?
Что-то ослабло вообще. Что-то село. Что-то сопротивляется, прикинь. Опа. И там что ли? Смотри, какая зачетная вобла. А? Там сбегал, через средний сколько. Ничего он дернул. А? Что-то сидит. Паровоз. Кеша, пошли. Смотрите. Не знаю, непонятно. Ну что-то село. Туда все таскал его. Какое-то сопротивление есть. Может, карась, непонятно. Ну, слабо, да? Нет, что-то есть. Есть. Да, непонятно. Ой, вижу. Карась. Вобл. Охренеть. Это на чё? Не знаю. Что здесь было? Да я не помню, снимай, братан. Капец. Да так дергало, как будто это. Вот так вот. Офигеть. Поклевка. Кто-то дергает. А? Да, по-моему, нету никого. А, вобла. Смотри, как он забагрился-то, ё-моё. Иди сюда. Там село что-то. Блин, там сазан или амур сидит. Ё-моё. Быстрее, братан. Смотри, он гнет аж удочку. Колокольчик сними. Братан, бери, Саш, пожалуйста, подсака на ждет. Подсекай. Вот ты кимаришь, блин. Все, Рахмет, брат. Да, есть тут. Ну, конечно, есть. Фрикционным играй. Что, давит нормально? Ты сверху это удочки делаешь? Сюда перейди. Сазан. Ты через эту удочку сделай, братан. Сюда иди. Карпуша. Ой, небольшой. Нормально. Килограмм это. Почти кило.
Жирный, да? Ага. Бля, была как после зимы сразу жирные такие? Капец. Это он на червя, прикинь, пошел? На червя? Да ты чё? Да. Вот Помнишь, вот что у такой меня вот. было здесь? Чё с- Червячок здесь был. С почином тебя, братан, давай. Отстегивай. Я, блин, спал нафиг, ты меня нафиг. Побежал что-то, Вот пошел, ничего, значит. ничего не сказал. Сазан пошел, да? Да. Короче, ну, на червя. Ну, я В кармане, наверное? Я в кармане, в кармане. Что там, как он там засекся-то? Ну, килограммчики-то. Карпуша. Вот так вот. Кеша одну открыл. Сел. Тащи подсак, братан. Не знаю. Есть, есть, есть. Ого. Есть, есть, есть. Не знаю, он туда. Вон за ту удочку. Подожди, я его сейчас подтяну. Вот это, по-моему, Блин, он сошел, что ли? Не-не-не, не сошел. Вон. Фрикцион не могу настроить, ё-моё, конченый фрикцион какой-то. Подожди. Я его к тебе тащу, братан. Подожди, я фрикцион подтяну. Ты его видишь? Но, братан, осторожно. Зацепил? А? Братан, ты чё мутишь ему? Он сейчас порвет же там. Ты чё там? Ты его в подсак одень? Одел? Чё это? Карп. На толстолу? На технопланктон, что ли? Хороший, да. Я офигеть. На технопланктон. Прикинь. А? Я вообще больше, чем тот. Да ты чё? Ну-ка, ложи-ка. О, хороший, вот он. Прикинь, на технопланктон. Офигеть. Капец. Чё он там? Как он все? Видит, да? Нет, не ушел. Не, хорошо село. За нижнюю. Капец, он, блин, не вот это перепутал. Надо сейчас вытаскивать. Ну, смотри, хорошо пробил. Да. Крючок Всё, большой. Пойдем. Давай вот. Давай, кукан доставай, братан. О, вот такой вот карпуша. Офигеть, на технопланктон. Это что-то... Это что-то новенькое. Больше, да? Аккуратно. Жаба только. Недолго ждал, а? Ну, по рыбе есть, по крайней мере, да? От нуля ушли. Камтков? Да ты чё? Анау соңғы ма? Ой. Ба, нормально утруну. А? У меня сидит здесь тоже.
Ё-моё. Ну, қарсаш. Что у тебя там, Кеш? Сен кіре алмайсың қазір. Как кішкене шаршатам ғой. Білмеймін, что-то. Түсінбейсің мынау. Давит нормально? Жо, анау. Давай потом сюда. На, қарсаш? Ой-ю. Кеша. Сюда быстрее, братан. Ну, крокодил умно. Сазан я. Кеша, выгребай его сюда. Там, наказ. Смотри. Подожди, ты не торопись, братан. Вон там он справа ходит. Сейчас я его подтяну. Отойди, Кеша, блин. Че, ой, примерно сонда его. Карпуша, да? А, красавец. Да, такой же примерно. Больше? А тот, который ты вытащил, кто там? Да ты че? Ну-ка, пошли посмотрим, где он. Вот он же. Да. У тебя зеркалка. Да. А жирный стол, ну хорошо. Пишет, вот такие вот. Аккуратненько взялся. Как в прошлый раз, да, у тебя в этом. Эти поменьше, да? Да все, оттащи, братан. А вот. Все. На. Сейчас, подожди. Надо по порядку. Вот два еще. Вот такие вот мужики. Еще двоих взяли. Этот красавец. Зеркальный карпуша. Он побитый, смотри. Здесь, там. Угу. Что там? Опять очередная поклевка. Сидит. Есть? А? Кеш? Небольшая? Ну, ладно. Смотри, он там на моей леске, чтобы не пошел. Сюда тащи его. Он над моей леской пошел. Ага. На. Смотри, что. Нормально он дает, так, лопушочек. Красавчик. Еще один. Кеша, обгоняешь потихоньку. Одна удочка работает. Всего арсенала. Вот он еще один. Нормально. Какой-то маленький. Болеет. Самый маленький из всех. Закинь, завтра посмотрим. Смотри, весь побитый, да, смотри. Да. Так что рыбалка продолжается. Тихо. Что там, где? Моя теперь должна.
Все, отспил я его. Килограммчик где-то, да? Да меньше, мне кажется. Так что все, ждем дальше. Нет. И вон толстолоб, смотри, тоже. Чё в толстолоб положили его? Кеша, вторую подсеки там вон, вот. Толстолоб вон там он сел. Вот, да. Фрикцион подтяни только. Есть что-нибудь? Ух. Он зацепил, да? Подожди. Зацепил, да? А? Я зацепил, да? Ты поймал. Этот, братан, иди подсак, давай. Да, нет? Нормальный. Все, отпускай, братан. Че тут со снастями, ё-моё? Ну я понял, а вот это он. Вот он еще один. На червяка опять. Да, вот его крючок вышел. Блин, надо было следующий. Разогнул, смотри. Да ты че? Ага. Еще б чуть-чуть ушел бы. Леха отправил, пусть заплатит, там напротив нас. А, подожди, ты нашпил? Смотри, он, подожди. Он еще вот тут вот зацепился. Блин, здесь. За этот. Неудобно вот это. С учетом того, что если... Вот такой еще один. Друзья, в общем, всем доброе утро. Вот недавно встали. Погода была ночью ужасная. Был сильный дождь, ветер. Но ночь была очень интересная в плане поклевок. Мы всю ночь бегали. Вытащили 6 сазанов. 5 сазанов, одного карпа. 2 схода у нас было. Вот сейчас перезакинулся. Опять что-то поклевывает. Но самое печальное, знаете что, друзья? Вчера вечером, когда я пытался сделать кадры данного озера, мой дрон потерпел крушение. Где-то вот в районе 30 метров, последние данные передает. Вчера я пытался найти его сам. Но там чуть глубоковато. Сегодня вот что-то погода подвела. Хотели еще повторно. Не знаю, вот объявление услуг водолаза, дайверов. Тоже весь интернет пересмотрели, не смогли найти. Не знаю теперь, что делать. Жалко, конечно. В принципе, вчера связывались с сервис-центром. Сказали, что вода пресная. Починить его возможно, но, видите, найти его составляет определенные трудности. Поэтому пока здесь не знаю, что делать. Ехать, кому звонить. Но я думаю, что-нибудь придумаем. Так что давайте позже мы вам покажем наш улов, если будем собираться. Ну а пока смотрите дальше.
Масло единственное забыли. Как говорится, на рыбалку уезжаешь, ничего не забыл. Ну, в общем, такое не бывает. Да, братан? Я говорю, если на рыбалку выехал и что-нибудь не забыл, ну, такое, в общем, не бывает, да? Кеша тащит очередного гамбуза, по-моему. В общем, здесь получается днем вобла, да, идет в основном. Блин, карася не было. Вобла. Ночью сазан. Может, этот складывать не будем? Сразу высыпем ее? Кого? Воблу? А? Да? Я вот... Да, вот смотри, я сразу записываю. Нам во. Да, надо будет этот. Да, тут 5-6 штук-то. Думаю, зачем мы ее складывать-то будем? Вот это хорошее. Опа. О, а вот это сазан. Вот это сазан. Смотрите, в дугу гнет, в дугу. Ё-моё, вот это поклевочка. А? Хороший. Давай, броц. Только этот. Не форсируй его, чтоб не зашел. Повел. Чуть-чуть подтяни, братан. Вот это хороший. Хорошо борется. Давай поборись, ладно. Вот такие здесь сазани и поклевки. Крокодила в дугу гнет. Блин, там что-то нормальное, братан, село. Он такой развод хороший оставляет. Зеркальный. А? Зеркальный. Да ты чё? Вот зеркальному почему-то этот агрессивнее есть же. Давай, давай. Ты сюда лучше его подводи, братан. Да, он туда подведи его. И мне там удобнее будет. А? Давай здесь глубже. Вот. Красавец, смотри какой, а? Ё-моё, красавец. Хорош. Вот такой, смотри какой, а. Ох, чистенький. Смотри, за нижнюю губу. Он бы не сошел, у него шансов не было, смотри. Хорошо взял, да? Ну по такой погоде, по идее, он и должен брать. Он, кстати, с русла взял. Макс, он с русла взял. Угу. Надо будет сейчас попробовать еще тогда. Вот такой красавец, ё. Че, братан, кукан, сетываешь? Вон там, где двойни же есть у нас. А то им там скучновато. Такой красавец, смотри какой, а. Там вобла уже в луже купается, ё-мо. Да, вот эти два, правильно. Пойду я ему помогу. Блин, не в тему, в дождь, блин. Сазан села. Кеш, также туда подводи его. Давай, Вов. Ты его вот сюда вот выходи потихоньку, Кеш. В русло, как это, до этого предыдущий. Вот такие здесь у Кадыра поклевки сазани.
Он твою эту цепляет. Подожди, смотри. Пропусти под этой. Кеш, ты сюда выводи, у меня уже просто ноги мокрые, блин. Ходить там. Ливень. Кеш, сюда выходи, братан. Ты же в этих же. Давай сюда выводи. Осторожнее, ниже, 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 ниже. Подожди, подожди. Там вон леска. Вот он, вот он. Вот он. Сейчас, подожди. Пусть воздух глотнет. Вот, глотнул. Есть. Еще один. Карпушка. Капец. Вот такое. 9, 8. 8. Так, сейчас хотим с кукана снять их. Туда в садок. Остальных отпустить. Давай вот этих вот отпускаем. Нормально. Давай. Да, вот этого карпушу. Да? А? Видео снимем потом, да? А я вот снимаю уже, Кадыр. Ты уже снимаешь? Да. Блин, вот тут буйный, а? Тихо, 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 тихо. Ну вот этих вот двоих надо пустить. Отпустим, да? Да. Вот, отпускаем. Давай, красавец, плыви! Ушел один. Вот эту, братан, оставьте вам. Да, вот этого отпустим. Вот такой красавец. Все, вот этих заберем. Да? По 2 заберете, да? Да, по 2 заберем. А вам тут тоже надо. Какого? А вот отпустим, да, сейчас? А, отпусти Кадырова. Это вот надо отпустить. Снимай, да? Да. Эти пусть пока. Все равно вот эта жабра, которая порвана, она... Да, он, да, все равно. Ё-моё. В общем, вот так вот, ребята. В общем, сейчас будет поисковая операция дрона. Зайду. Ты сядешь, толкнешь. Ага. Так, сейчас я. Братан, по-братски вот эту баклажку вытащи, а, с водой. И там рядом бутылка еще одна есть. Проедем? Да, проедем. Сейчас, сейчас. Вот она получается. Мы синяя, это красная. Нет, мы отплыли от него. Отплыли? О, да, да, видишь, направление как идет это. Ничего нет. Да, в общем, друзья, будем заканчивать. Время уже 1 час. Рыбалка сегодня была огонь, да?
Да. Всю ночь бегали. Сейчас с утра он Еркебулан тоже карпа зеркального вытащил. В принципе, по рыбалке вопросов нету. Рахмет Кадыру. Единственное, вот сейчас, вот как видели, мы ездили там, пытался я магнитом, который предоставил нам магазин у Гаврилыча. Спасибо ему отдельно, то, что откликнулся как бы на нашу утрату такую болезненную. Предоставил, прокатились, в принципе, посмотрели. Ну, сами понимаете, в принципе, магнит и водоем большой, да, примерная точка. Как бы это равносильно, что искать иголку в стоге сена, да, там, в принципе. Ну, будем теперь думать, в принципе, искать водолаза. Последний вариант как бы остался с водолазом. Будем искать водолаза. Если будет какая-то возможность, там, может быть, вы знаете какого-то подводного охотника или дайвера, или пловца, у которого есть необходимое оборудование, то есть ласты, маски, дыхательная система. Было бы здорово, если бы помогли вытащить, потому что знаем примерное местоположение, где он находится, метров 30-40 от берега, глубина 2-2,5 метра там. Да. Ну, если вдруг у кого будут контакты, и в принципе пишите в комментарии, там как бы спишемся, будем очень признательны. Ну давай сейчас покажем нашу лодку. Давай. Вот такие красавцы. Ну так что давайте, кому понравилось, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, мы будем собираться. Давайте до следующей встречи, до следующей рыбалки. Всем пока-пока.